Всем привет! Вы на канале, как всегда, Цвета Фантазии. С вами я, Диана. Сегодня я хочу вам показать, как я делаю... Ну, я вообще стала такая женщина, которая дома сидит, в общем, скучно. Я сегодня буду вам показывать, как я буду делать армянскую, вот такую красную капусту. Ну, наверное, пробовали многие, да? Она делается с капустой, мы засаливаем. Нам нужен, значит, вот такая свекла красная, да, морковка. Вот я сейчас покажу вам, как я это буду нарезать. Ну, естественно, тара, где мы будем засаливать. Чеснок, это не все, конечно, но я буду оттуда забирать. Потом зелень, дорогие мои, я вот, видите, не хочу долго задерживать вас. Ну и немножко перец вот такой вот острый. И перец горошек. У меня есть вот такой вот, значит. И главное, как мы нарезаем капусту. Дальше я вот уже вот так вот ведро у меня, смотрите, видите, да? Оно большое, просто не помещается в камеру. Я уже положила туда зелень, положила туда, значит, зелень, перец и, в общем, ну, понятно, в общем, что я сказала. Все уже поставила, чтобы сейчас буду нарезать. И покажу вам, как я это нарезаю. Смотрите, вот у нас капуста, да. Мы не нарезаем ее мелко, не шинкуем ее, да. Мы будем ее резать, наверное, вот так. Сначала буду резать пополам. Так. Угу. Я прям вообще стала домашняя. Занялась уже, хотя бы засолки делаю, уже хорошо. Так, это я не выбрасываю, вот она большая, такая она мне пригодится, потом наверх я поставлю все. Дальше, вот мы разделили пополам. Теперь смотрите, если качан маленький, мы можем разделить только на две части, да. Если качан, там, например, у вас большой, то спокойно можно делить и на три части. Ну вот я, например, вот этот, наверное, разделю сейчас все равно на 3. Вот, смотрите, вот такой кусочек будет. Вот. Видите? Вот так. Ну, примерно, я уже здесь порезала. Вот такие кусочки получаются у нас. Вот. Чтобы они были вот такие. Не нарезанные, а вот именно вот так, чтобы они оставались. Если маленькие, значит, вы можете делать на 2 части. Если большой, вот так, ну, такой вот сильно большой, то на 3-4. Вот такие кусочки мне хватает. Вот видите, они не большие и не маленькие. Дальше, что я делаю? Так, сначала мы нарезаем эту капусту, да, вот она, вот здесь у меня надо на 3, если даже не больше, потому что это уже побольше. С этой стороны. Вот, опять же кусочек. И еще. Вот мы не убираем вот эту кочерышку, я не буду убирать, она так и останется. Так, значит, смотрите, я нарезала капусту. Сейчас я вам покажу. Дальше, как мы нарезаем капусту, мы нарезаем вот так, да? Теперь нам нужно нарезать морковку. Морковку можно нарезать и кругами, вот, чтобы они были и не сильно, ну, такие тонкие и не сильно толстые, да? Ну, кто-то любит кругами, например, нарезать. Я могу нарезать чуть-чуть кругами, а все остальное нарежу, например, потом, ну, вот такой вот, в общем. А можно нарезать еще вот так брусочками. Тоже оно, ну, как бы разницы не имеет. Я могу вот так вот брусочками тоже нарезать, и будет тоже очень интересный такой дизайн у нас. Вот. Брусочки будут у нас вот такого типа, видите, вот. И не толстые, и не тонкие. Так, ну, принцип вы, наверное, уже усекли, что я говорю. А то Диана вам сейчас так расскажет тут все. В общем, подготавливаем морковку, подготавливаем. Сейчас я показала вам морковь, как режу, да? А теперь сейчас покажу, как я буду нарезать. Ну, можно оставлять прямо вот такими большими, ничего страшного. Все это пойдет в ведро сейчас. Я вот сейчас буду сыпать это все в ведро. Так, ну, снизу вот насыплю сейчас в ведро. Потом горошек, перец мне нужно будет. И вот так слоями мы будем делать, значит. Дальше зелень я добавляю петрушку, укроп
И я люблю сельдерей, поэтому я вот немножко тут выбрала сельдерея. Ну и немножко сельдерея добавлю. Нам нужен будет чеснок. Чеснок можно резать, если вы хотите, чтобы он такой хороший вкус дал, сильный. Можно пополам порезать. А можно и прям целиком, вот если маленький, вот так, прям я целиком и набросаю туда. И все. Здесь у нас не будет ни уксусной эссенции, ни, ну, как бы ни уксуса, ничего мы не добавляем. Лаврушка еще нам понадобится, да. Нам еще нужен будет лавровый лист, несколько штучек я добавлю. Ну, кто-то добавляет, а кто-то и не добавляет. Но мне нравится, я добавлю. Так, дальше. У меня 4 кочана капусты было. Вот я сейчас несколько вот так вот порежу. Чесночка побольше. Хотя многие мои не любят так сильно чеснока. Все, дальше мы делаем вот. Теперь вот я буду резать вот так свеклу. Морковку я вам уже показала, как я резала. Или можете кругами, или можете вот так. Вот. Или кругами, или так. То же самое мы делаем. То же самое. Можно, или вот мы делаем напополам. И вот так вот. Ну, не толсто и не тонко нарезаем. Вот так. Видите, даже вот так хватает. Свеклу. Вот. Потому что она засолится, она очень вкусная тоже получается. И, ну, просто супер. Можно вот так порезать, вот смотрите. Вот, то же самое, да? Ну, кто как хочет, кому как охота, в общем. Так, все, в основном мы делаем это только вот. Нам нужна свекла, морковь. Значит, я добавлю черный горошек, перец снизу. Я тут уже складываю все. Несколько штучек прям добавлю сейчас сюда вниз. И все. И начну складывать капусту. Так, сейчас я порежу еще на низ. Чуть-чуть. Дорогие мои, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я вам отвечу на все ваши вопросы. Честно сказать, я говорю, мне так уже надоело сидеть просто. Я думаю, как хоть чем-то займусь, хоть развлеку себя. А то уже сколько лет я ничем не занимаюсь вообще. Ни засолки, ничего я не делаю. У меня все делает невестка, поэтому я ничего не делаю. Так, ну вроде все. Дальше перец я добавляла, да, туда вниз я добавила сейчас перец. Вы можете порезать, вот, ну, если кто хочет острое. А если вы не очень хотите острое, можете прям вот так добавить. Можете просто вот так вот немножко порезать его. Ну и вот здесь, например. Но у меня там уже, я добавила уже. Все. Теперь складываем. Вот как вам показать? Я буду складывать, наверное. Сейчас давайте я поставлю, а потом я вам покажу. Так, ну вот смотрите, сейчас я вам покажу. Так, сейчас я вам покажу. Подождите. Ага, вот. Ну, господи, что же я себя фотографирую? Не поняла, что здесь произошло и почему. А, все, господи, я себя фотографирую. Вот, смотрите, видите? Вот так вот. Я сложила вот сюда. Значит, да, снизу у меня. Мне, видите, неудобно снимать здесь. Вот так вот сложила, да, капусту. И сейчас буду вот так слоями ставить опять зелень, морковь и всякое такое. Хорошо? Примерно вы поняли. Себя нафотографировала, сори, ну, бывает. Так, ну вот, мои дорогие, смотрите. Я взяла вот такой казанчик, да, мне нужно добавить туда соли. Где-то 250. Ой, что-то там попало. С солью вместе какая-то. У меня соль вот такая крупная. Она не йодированная. Нет, она не йодированная, вот такая. Но у нас соль продается морская. Вот такая крупная, но она морская. Я не знаю, чем она отличается от той. Но мне кажется, что какое-то отличие все-таки есть. Вот эта чашечка у меня 250 милли. Вот она, да, 250 милли. Я буду добавлять... Ну вот я 250 добавлю на 5 литров. Вот, вот так вот соль.
Я сюда его залью сейчас. Так, ну вот смотрите, я добавила соль сюда 250 грамм, да? И сейчас я буду заливать, вот у меня есть такая мерочная чашка. 5 литров я вот залью вот этой мерочной чашкой. И все мы смешаем вот так, чтобы соль растворилась. И потом буду заливать прямо на капусту. Так, ну вот смотрите, 5 литров воды я добавила сюда. Сейчас я все размешаю. Вот так, чтобы соль растворилась, да? И потом добавим ее вот на эту капусточку. Вот капусточка уже готова. Видите, вот я все поставила. И сюда залью воды. Все. И вот так она будет у нас стоять где-то, ну, может, дней 10. Сейчас я подниму уже все, наверное. Вот так вот как подниму вам, чтобы я вас видела, а вы меня. Вот, так она будет стоять дней 10. У меня камера как-то стоит непонятно. Ну, может, здесь у нас тепло, может, она будет стоять дней 7-8 и уже засолится. Вот. Ну, я вот добавила вот такую соль, я не знаю. Посмотрим, если будет мало, я еще потом разбавлю, да и добавлю, и все. Пока вот так. Вода у нас обычная, холодная, не теплая, ничего. Если у вас из-под крана идет, то берите из-под крана, если так, ну, как бы, если нет, то бутилированная, ладно? Не берите тогда из-под крана. Но она холодная, обычная. Все, вот соль у меня размешалась. Все. Сейчас я буду заливать. Сейчас я... Ой, она тяжелая. Вот, видите, какое ведро у меня. Сейчас я солью все это в ведро. Потом поставлю какой-нибудь пресс. И она будет стоять под прессом. Надо поставить что-нибудь тяжеленькое на нее. Так, ну все, не хватило мне. Это 10-литровая у меня. Мне еще чуть-чуть, наверное, нужно будет. Хотя чуть-чуть еще нужно. Ладно, может литра 2 еще, ну, может 1,5-2 литра еще мне нужно будет. Все, на этом все. Я закончила. Еще раз покажу вам. Ну, так неудобно, конечно, показывать. Ну вот, все. На этом мы с вами прощаемся, дорогие. Пока-пока. Делайте капустку красную. Она и на винегрет, и на все подходит. Так что всем приятного аппетита. Если кто сделает, пишите мне, как у вас получилось. Я потом сниму видео, когда уже будет готовая капуста, и покажу вам. Пока-пока. Я вас люблю. Подписывайтесь на канал. Не смотрите без подписки. А то что-то... И ставьте лайки, если нравится. А если не нравится, конечно, дизлайки. Ничего страшного. Я вас всех люблю. Пока-пока.